Привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео научу вас вязать вот такой узор. Опять-таки из пряжи с готовыми петлями. Я буду вязать из Alize Puffy Fine. Можно вязать также из Alize Puffy. Да, в принципе, можно вязать просто спицами. Вязать этот узор мы будем по схеме. Я предлагаю вам вот такую схему этого узора. В этой схеме есть лицевые петли, есть изнаночные петли. Есть скрещение лицевой направо, скрещение лицевой налево, а крестик на этой схеме обозначает, как сделать шишечку. Шишечка у меня будет из 5 петель. Ну и давайте начнем вязание. Пряжа у меня Alize Puffy Fine, 100 грамм 14 метров. Цвет пыльная роза, его номер 295. Раппорт моего узора состоит из 6 петель. Плюс 6 петель справа и 7 петель слева для симметрии. Значит, количество петель, которые я буду брать, должно быть кратно 6 плюс 13. Я возьму 31 петлю. Это 3 раза по 6, то есть 18, и плюс 13, 31 петля. Отсчитываю от начала петель 31 петлю вот здесь. Первый ряд я буду вязать по схеме, и я буду его прокладывать слева направо. Немного нетрадиционно, это значит, что я начну свое вязание с изнаночного ряда, потому что обычно вязание начинается справа налево с лицевого ряда. Первая петля изнаночная, то есть нить перед работой, и петля провязывается с лицевой стороны на изнанку. Вот так. Дальше у меня идет лицевая петля, то есть нить за работой, и петля провязывается с изнаночной стороны на лицо с помощью пальцев. Дальше идет 3 изнаночных петли. Опять нить перед работой, и петли провязываются с лицевой стороны на изнанку. Раз. Два. 3. Дальше опять 1 петля лицевая. Перекидываю нить за работу и делаю лицевую петлю. За ней идет изнаночная. Снова лицевая. Снова 3 изнаночных. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. 3 изнаночных. Ну, в общем, продолжать так по схеме до конца ряда. Последние 2 петли в этом ряду лицевая и изнаночная. Ну, то есть ряд должен закончиться именно такой последовательностью, для того, чтобы у вас просто было все симметрично. Что с левого, что с правого края. Я перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд — это у меня первый лицевой ряд. И этот ряд начинается с изнаночной петли. В вязании плюшевой пряжи руками я не переворачиваю вязание, то есть изнаночный ряд вяжется по лицевой стороне, лицевой ряд тоже вяжется по лицевой стороне. Единственное, что лицевой ряд вяжется справа налево, а изнаночный ряд слева направо. Поэтому снова начинаю ряд просто с изнаночной петли, это значит нить перед работой, и вставляю одну петлю через другую. Следующий элемент, который у меня идет, это скрещение налево. Причем скрещение не совсем обычное, скрещение
лицевое и изнаночное. То есть я скрещиваю 2 петли налево. Что значит налево? Значит, верхняя петля смотрит налево, вот туда, сюда. Я думаю, это хорошо видно. Первую петлю, ту, которая задняя, я провязываю изнаночной. А ту, которую передняя, та, которая смотрит налево и задает направление этого скрещивания, ее я провязываю лицевой. Должно получиться вот так. Дальше 1 петля изнаночная. И дальше идет скрещение направо. Здесь все аналогично. Снова скрещиваю 2 петли, но на этот раз верхняя петля смотрит направо, вот сюда. Верхнюю петлю я провязываю лицевой, а заднюю провязываю изнаночной. Вот так. Дальше изнаночная. Снова скрещиваю налево. Первая изнаночная, вторая лицевая. Опять 1 изнаночная. Снова скрещение направо. Первая лицевая, а вторая изнаночная. Ну и продолжаю по схеме до конца ряда. Заканчиваю ряд 1 изнаночной. Третий ряд получается изнаночный, как бы, и мы его вяжем слева направо. Как я уже сказала, вязание здесь не переворачивается вот так вот. Третий ряд можно вязать как по схеме, можно вязать его просто по рисунку, то есть там, где изнаночная, вязать изнаночную, там, где лицевая, вязать и лицевую. Моя схема составлена так, что в изнаночных рядах я не стала делать ни скрещивания, ни шишечек, поэтому его можно провязать просто по схеме, просто по рисунку. Ну, как бы это одно и то же. Смотрите, как вам проще. Нужна ли вам здесь схема? Мне вот она уже не нужна. Я просто провязываю петли так, как их вижу. Но если вы еще не особо ориентируетесь в петлях, то, конечно, берите схему и следите за тем, как в схеме обозначены петли. Здесь, в принципе, одно и то же. Довязываю третий ряд до конца. И уже в 4-м ряду я вам покажу, как делать шишечки. Четвертый ряд. Ориентируемся опять на схему. Он начинается с 2 изнаночных. Нить перед работой. 2 изнаночные петли. 1, 2. Дальше идет лицевая. Нить за работой. Делаю лицевую петлю. Снова изнаночная. Нить перед работой. Нить за работой, снова лицевая. Дальше 1 изнаночная. И дальше по схеме у нас идет та самая шишечка. Смотрите, как делаю ее я. В принципе, я думаю, вариантов, как сделать шишечку на этой пряже, множество. Точно так же, как и в спицах. Очень множество вариантов сделать шишечку из 2 петель, из 3, даже из 1 петли. И здесь тоже варианты есть, но я предлагаю сделать вот такую. Вставляю 1 петлю в другую петлю, как лицевую. Следующую петлю оставляю, беру 3-ю петлю, как бы, вставляю ее снова как лицевую. Следующую петлю снова оставляю
И беру 5-ю петлю и снова вставляю ее как лицевую. Вот, я думаю, хорошо видно. У меня получается 2 петли сзади и 3 петли впереди. То есть я как бы вывязала 5 петель из одной петли. Да, я думаю, если вы вяжете спицами, то такой элемент вам должен быть знаком, как вывязывание нескольких петель из одной петли. Дальше я беру крайнюю правую петлю, она у меня спереди, и вставляю в нее крайнюю правую, ту, которая сзади. Беру крайнюю левую петлю и вставляю в нее крайнюю левую, тоже ту, которая сзади. Итак, я уже уменьшила количество своих петель до 3. У меня остается одна центральная и вот эти вот 2 провязанные. Вставляю правую, накидываю правую на центральную и накидываю левую на центральную. Все, шишечка моя готова. Вот такая вот она получается. Когда я провяжу следующий ряд изнаночный, вам будет лучше видно. Ну и дальше продолжаю опять по схеме изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, снова изнаночная. Давайте еще раз покажу, как делаю шишечку, так сказать, для закрепления. Вставляю одну петлю как лицевую, следующую пропускаю. Снова вставляю в ту же самую петлю еще одну петлю как лицевую. Опять пропускаю и еще одну петлю вставляю как лицевую. То есть вывязываю 5 петель из одной петли. Вот они, все мои 5 петель. И все они выходят из одной петли. Я думаю, это очень хорошо видно. Дальше вставляю крайнюю правую, накидываю крайнюю правую переднюю на крайнюю правую заднюю и снова крайнюю левую переднюю накидываю на крайнюю левую заднюю. Остается 3 петли, затем правую накидываю на центральную и левую тоже накидываю на центральную. Ну и заканчиваю ряд, вяжу по схеме до конца ряда. 6-й ряд тоже будет вязаться просто по рисунку, либо по схеме 6-го ряда, потому что, еще раз повторяюсь, в схеме я привела изнаночные ряды. Но можно их вязать по рисунку. Вот эти вот 3 петли, из которых одна шишечка и 2 другие изнаночные, их 3 провязываю изнаночными. Ну и так далее до конца ряда. 5-й ряд я закончила, следующий ряд 6-й, и, наверное, я не буду показывать, как вязать каждый ряд, потому что я уже показала все основные элементы, как делать лицевую петлю, как делать изнаночную петлю, как делать скрещивание направо, как делать скрещивание налево, и также как делать вот эту шишечку. Поэтому дальше просто следуйте схеме, вяжите остальные ряды в схеме. Затем, когда раппорт у вас подходит к концу, когда вы свяжете последний ряд раппорта, возвращаетесь к первому ряду раппорта и продолжаете вот так вот повторять этот раппорт на ту высоту, которую вы задумали, или пока у вас не кончится нить. Единственное, что я забыла сказать для тех, кто вдруг первый раз попал на мой канал и первый раз собирается вязать из плюшевой пряжи с готовыми петлями, это то, что кромочные в такой пряже делаются не как вязание спицами, потому что вязание спицами одну я снимаю, да, а последнюю всегда вяжу лицевой. Здесь и последняя, и первая провязываются, и обычно я провязываю это по рисунку. Здесь у меня они все изнаночные.
Ну и давайте я извяжу до конца этот моток пряжи, затем замерю его, для того, чтобы вы уже могли рассчитать, сколько вам понадобится пряжи на плед этим узором. Моточек я довязала. У меня здесь осталось, наверное, петель 20. Этого количества петель мне не хватит на целый ряд, и поэтому я просто закрою петли. Петли я закрываю следующим образом. Я нахожу тот край, где у меня нить, хвостик, и перехожу к другому краю. И дальше, начиная от этого края, я одну петлю просовываю в другую, одну в другую. И так, петля за петлей я закрываю край. Получаю вот такую красивую косичку. Все, ряд закрыт, и хвостик вот этот вот вставляю в последнюю петлю и просто затягиваю, да, потом обрезаю все хорошенько. Вот так. Вот такой получается край. И вот он сам узор. Шишечки, если они у вас вдавились в изнанку, нужно просто вот так руками поправить, чтобы они все у вас были на лицевой стороне. Давайте сейчас его измерим. В ширину этот узор 37 сантиметров у меня получился. Я напоминаю, что я потратила один моток. И в высоту примерно 38-39 сантиметров. Самый частый вопрос, который мне задают при вязании из плюшевой пряжи: сколько нужно пряжи на тот или иной размер пледа. Я, естественно, не могу в одном видео просчитать все размеры пледов, которые вам понадобятся, поэтому я всегда вяжу один моток. Для чего я это делаю? Я вяжу один моток и затем его измеряю. Можно принять этот моток за образец. То есть, смотрите, из одного мотка пряжи у меня получился квадрат размером 37 на 39 сантиметров. Если умножить 37 на 39 сантиметров, мы получим площадь этого квадрата. У меня получается 1443 сантиметра квадратных площадь этого квадрата. Если вы захотите связать, например, плед метр на 80, то есть это 100 сантиметров на 80 сантиметров. Умножая 100 сантиметров на 80 сантиметров, получаем площадь 8000 квадратных сантиметров. Делим 8000 квадратных сантиметров, которые нам требуются, на площадь одного мотка, на 1443. Эту величину мы получили в предыдущем шаге. У меня получается 5,5. Приблизительно нам понадобится 5,5 мотков. Но можно вспомнить про погрешность. То, что у меня осталось еще примерно 20 петель. Итак, 20 петель будет оставаться с каждого мотка. Плюс, когда вы свяжете несколько мотков в единое полотно, оно будет немножко пошире. То есть можно вполне взять 5 мотков. Надеюсь, теперь вам будет понятно, как рассчитать расход пряжи на плед любого размера. Вот такой узорчик получился у меня, и мне кажется, что плед из этого узора будет немножко толстоват. Но мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы связали таким узором. Вот мне кажется, подушка была бы классная из такого узора. И если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, не забудьте поставить какой-нибудь палец вверх. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и следующие узоры. Пока-пока!